Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом вкуснейшей капусты по-корейски. Такую капусту продают на базаре, и она такая ароматная, красивая, желтенькая. Пройти мимо просто невозможно, так и хочется ее купить. Но на самом деле ее проще простого приготовить дома, и она будет еще вкуснее, еще лучше. Я в такую капусту добавляю еще много моркови, и получается сразу и морковка по-корейски, и капуста по-корейски. Боже мой, как это вкусно! Капуста хрустящая, сочная, ароматная. Обязательно ее приготовьте и попробуйте. Для рецепта мне понадобится Для рецепта я использую вот такой большой качан капусты, вес примерно 800 кг. Капусту надо нарезать кубиками. Убираю кочерышку. Разрезаю каждую четвертину еще на 3 части и режу вот такими кусочками. Не надо слишком мелко, но, конечно, вы сами выбирайте, как вам больше нравится. Кусочки, которые такие плотные, руками просто разъединяю, чтобы получились такие лепестки. И таким образом я режу всю капусту. Перекладываю в большую кастрюлю, так удобнее будет все перемешивать. Капусту солю. И теперь руками просто перемешиваю и раскрываю вот эти вот кусочки капусты, которые такие плотные, чтобы все хорошо просолилось. Капуста должна пустить сок. Таким образом капусту я оставляю полежать примерно минут на 30. Посмотрите, я вот буквально ее только перемешивала, она уже начала пускать сок. Морковь натру на терке для корейской моркови. Вот такими полосками. Капуста постояла и пустила вот так уже много сока. Но я и не хочу слишком сильно ничего сейчас отжимать. Мне было важно, чтобы капусточка пустила сок. Сейчас сверху на капусту я выкладываю морковь. Морковь, конечно, добавляйте по своему вкусу, сколько хотите. Я люблю, когда в этой капусте много моркови. Получается сразу и морковь, и капуста по-корейски. Кстати, как сделать морковь по-корейски, у меня есть подробное видео на канале. Я оставлю ссылку в описании. Теперь на мелкой терке я натираю чеснок. Можно выдавить чеснок через пресс. Я использую много чеснока. Если не хотите, чтобы капуста была такая ядреная, можно использовать меньше. Но у меня в семье все любят чеснок, поэтому я использую довольно много. В мисочку всыпаю 1,5 столовые ложки сахара, добавляю 3 столовые ложки рисового уксуса. Конечно, уксус добавляйте по своему вкусу. У меня уксус рисовый 5%, он не слишком сильный. Конечно, можно использовать и яблочный, и столовый уксус. Перемешиваю, чтобы растворился сахар. Разотру в ступке чайную ложку с горкой семян кориандра. Именно семена дают очень приятный аромат. Сверху на чеснок насыпаю все специи. Кориандр. Также добавляю молотый кориандр. Добавляю паприку. 2 чайные ложки. Обязательно используем куркуму. Она придаст вот этот восхитительный цвет капусте. Немного хлопьев перца чили. Конечно, добавляйте их по своему вкусу. И черный перец. На сковородку наливаю 5 столовых ложек растительного масла. Хорошо его разогреваю, чтобы прямо пошел такой дымок. Масло очень горячее. Выливаю его сверху на специи, чеснок и морковь. Сразу немного перемешиваю. Аромат, конечно, сразу становится такой просто великолепный. Теперь я вливаю уксус с сахаром и хорошо все перемешиваю. Я сначала перемешаю немного ложкой, так как масло здесь сверху горячее. И теперь перемешаю руками. Посмотрите, какая красивая капуста получается, какая она желтенькая, а какой аромат. Теперь капусту я прижимаю, сверху накрываю тарелкой и отправляю в холодильник примерно на 12 часов. И завтра будет вкуснейшая капуста по-корейски. Капуста постояла у меня в холодильнике. За это время я ее несколько раз перемешивала, чтобы она хорошо пропиталась вся. Посмотрите, какая она красивая, какая желтенькая. А аромат – это просто что-то невероятное. Выглядит просто потрясающе. И как же это вкусно!
Капуста полностью готова. Капусту надо хранить в герметичных контейнерах в холодильнике. Она может долго стоять. Но я уверена, что действительно долго эта капуста не простоит, потому что съедается она моментально. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.